Ну и тему продолжим с Андреем Пятковским, политологом и публицистом. Андрей Андреевич, здравствуйте. Добрый день. Ну, то, что Путин ведет войну на уничтожение Украины и украинцев, говорит еще и то, что российские военные на временно захваченных территориях Украины терроризируют местное население и обманом забирают украинцев в армию Российской Федерации. То есть, получается, это еще один план Путина, чтобы украинцы воевали против украинцев, убивали украинцев. Да? Ну, эта политика геноцида, она как бы многогранна. А уже тысячи, если не десятки тысяч украинцев с оккупированных территорий высланы, черт знает куда, на Сахалине. Да. Есть, когда они организовывали так называемую эвакуацию из Мариуполя, они же не позволяли уезжать на контролируемую украинским правительством территорию. В связи с этим удивляет еще продолжающиеся заявления, вот особенно генсек НАТО любит это, говорит, мы ни в коем случае не должны допустить эскалации конфликта. Вот только сейчас, между прочим, процитированная нами очень благожелательно относящаяся к Украине министр иностранных дел Анна Лена Бербок, тоже был этот мотив. Не надо военного места, надо какое... Что, вы не понимаете, что Путин поднял этот уровень эскалации до ступени геноцид украинского народа? Это высшая степень эскалации военного конфликта и политического состояния России. А часть Запада еще продолжает рассуждать, что нам бы как-то вот почему? Вот мы сегодня мы говорим о 27-й годовщине событий в Сребренице, и все проводят параллели с теми страшными событиями, с тем, что мы сейчас, к сожалению, наблюдаем в нашей стране, в Украине. Что еще, чего еще не хватает, каких еще фактов? Почему так медлит Запад? Почему шаг вперед, два назад? Ну, в последнее время все-таки маховик военной помощи он начал раскручиваться. Это было бы несправедливо так. Ну, оценивать. Ну, конечно, все мы говорим больше, 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 быстрее, быстрее. Но сейчас речь идет о другом. Лена Бербок, она предупреждала против военного вмешательства. Ну, так, понимаете, уже никто не ждет от Запада военного вмешательства. Это стало понятно давно. Собственно, давайте к корню вопроса. А почему, собственно, Украина не член НАТО сейчас? Объяснять формальное объяснение, что она еще не прошла подготовительный период, не удовлетворяет каким-то там высочайшим требованиям, критериям, как подчинение военных гражданский контроль над военными, там еще что-то. Оказывается, вот такие выдающиеся государства современной демократии, как... Я, кстати, не имею ничего против них, очень их уважаю. Албания, Черногория, Северная Македония, они все члены НАТО, они удовлетворяют каким-то высочайшим требованиям. Нет, как раз украинская армия сейчас на достаточно высоком, может быть, наиболее высоком среди европейских армий уровне сейчас. Более того, да, она единственная армия, да, которая выполняет задачу, для которой было создано НАТО, защита Европы от нашествия орд, неважно, как они называются, коммунистическими, путинскими, да, там, я не знаю, Сталиным или Путиным. Это одно и то же. Историческая задача защиты Европы. И одна. Вот в Европе ведутся, кстати, лет 50 уже дискуссии о европейской армии. Абсолютно пустые, ни к чему не приводят, потому что Запад не хочет создавать армию. Как-то надеется на американскую зонтик. Так вот, сейчас европейская армия создана. Европейская армия существует. Это вооруженные силы Украины. Это европейская армия. Получается, армия страны, которая не является членом НАТО, выполняет сейчас ту работу, которую признана выполнять страны Альянса. Которой НАТО готовилась 70 лет и ни разу не решилась ее выполнить. Тогда какая причина? Почему мы не член НАТО? У вас какой ответ? Мы понимаем, что точно мы готовы. Потому что Запад боится посылать своих солдат в Украину.
потому что вероятность вооруженного российского вторжения достаточно велика. Мы все есть, и поэтому все вот эти крики Столтенберга, ни в коем случае эскалации, и даже сегодняшнее заявление, они не хотят умирать. Да, но этого не требует от них Украина. Давайте все-таки внесем ясность в эти вопросы. Уважаемые западные союзники, мы понимаем, что вас останавливает от принятия, потому что принятие в НАТО как бы налагает на вас требования оказывать военную помощь и сражаться. Да мы этого не требуем. Давайте помощь, неограниченную помощь вооружением, и советники, инструкторы. Не нужно никаких американских дивизий на украинской земле. Украинская армия, вооруженная современным оружием, сама справится. И, собственно, вот опыт 4 месяцев войны показал две вещи. Вот две вещи, я еще уточню свой ответ на две вещи сдерживали Запад от принятия Украины. Это первое, что нам придется сражаться на украинской земле. Вы же помните, как Байден все свои заявления в декабре, январе начинал с «мы никогда, наши солдаты никогда не будут». Хорошо. И второе, не будем провоцировать Путина, не будем обострять отношения. Путин нам для чего-то еще понадобится. Может быть, он будет союзником против Китая и так далее. Оба эти аргумента сейчас они не действуют. Путин уже показал свое лицо как смертельный враг Запада. Никакого хороших отношений с Западом не будет. Он дошел, вот я уже сказал, до уровня эскалации геноцида украинского народа. И Украина, да, требует поддержки, потому что она защищает весь Запад, но она не требует, успокойтесь, не нужно вам будет посылать своих сыновей. Мы сами, да, дайте оружие. Сами сделаем, поэтому это не мои фантазии. Между прочим, такой человек, как Генри Киссинджер, который 15 лет был против расширения НАТО, который вот прославился в Давосе, его речь, она показалось, что он призывает Украину к территориальным уступкам ради мира. Вот он недавно удивительный интервью. Да. Объяснил, да, меня неправильно понял. Говорит, я предлагаю то же самое, что Зеленский. Я предлагаю никакого прекращения огня до вывода российских войск на линию 23-го, а после этого переговоры мирные о полном территориальном. Ему задают вопрос, а где же гарантия, что Россия за это время не перегруппирует сил, не накопит и бросит на... Гарантия очень простая, он ответил. Это продолжение сотрудничества НАТО и, возможно, патрофит. И, возможно, членство в НАТО. Если это... Вы понимаете, как изменилось сознание уже? Поэтому вот этот вопрос, который я сейчас ставлю, он совершенно реальный. Да, членство, два основных препятствия сняты. Украина сражается сама и не потребуется американские солдаты. И второе, уже рассчитывать на какое-то сотрудничество, там, не провоцируйте Путина. А что его уже провоцировать? Он уже показал себя военным преступником. Да. Поэтому вопрос о членстве в НАТО сейчас будет стоять как раз вот со всеми этими сейчас дискуссиями об Эндшпиле, о возможной паузе в конфликте. Любая пауза, она для закрепления ее требует немедленного принятия Украины в НАТО по модели Швеции и Финляндии. Ну, тем временем хотелось еще обсудить положение на фронте и в рядах российской армии. Наша разведка сообщает, что российская армия начала набирать наемников на войну в Украине из заключенных. И по некоторым данным, в планах таких найти порядка 10 тысяч добровольцев. Зачем такая мера? Зачем российским командирам уголовники? Путин отчаянно боится, потому что российские командиры требуют от Путина мобилизации, масштабной мобилизации. Путин этого боится, потому что, пока как бы ничего его трону не угрожает, оболваненным телевидением глубинный народ там готов посмотреть по телевизору, как там мы бьем укропов, а вот идти рисковать своей жизнью никто не хочет.
Поэтому это же еще с марта этот конфликт. Помните, было даже объявлено в марте заседание с чрезвычайным, там через 2 дня Думы и Совета Федерации об объявлении военного положения отказа. Поэтому вот из таких источников черпает он. Да обратите внимание, максимально сейчас призываются люди из национальных республик. Вы же видите, сколько там бурятов, дагестанцев, чеченцев. Для того, чтобы гробы не шли в русские регионы. Но Москва и Петербург просто исключены. Потому что все революции происходят в этих городах. По-моему, вообще москвичи и петербуржцы не воюют. Ну, вот вы, кстати, вы сказали, ничего его трону пока. К слову, вспомнилось, что с инициативой в России такой выступили теперь не президент обращаться, а правитель. Великий верховный правитель. Ну, это... Ваше мнение по этому поводу? Ну, это они соревнуются в лизоблюдстве вождя. Это новый вождь ЛДПР вместо Жириновского, там некто Каутский, он хочет понравиться вождю, верховный правитель. И Песков тогда же одобрительно. Да, сказал, хорошая идея, свежая. Хорошая идея, да. Так, а по поводу упрощения в получении гражданства России для всех украинцев, вот такая паспортная агрессия, инициированная Путиным. Неужели он искренне думает, что украинцы вот сейчас прям бросятся за паспортами российскими? Ну, это продолжение его концепции «один народ». Он же не утверждает, что нет такого народа украинцев. Это все выдумали в австрийском генштабе и Ленин с Троцким. Он движим не реальными предположениями о последствиях его действий, а своими фантазиями, своей имперской маниакальной ненавистью к Украине. Единственное, что его ограничивает в этой ненависти, у него есть еще доминанта, единственная более сильная для его сознания, чем ненависть Запада Украины, это страх за собственную власть. Он прекрасно помнит, что было с Каддафи. Поэтому все, что делает сейчас в военном отношении Путин, это подготавливает такую иллюзию победы. Он понимает, что те цели, с которыми начал войну, они абсолютно провальны. Украинское государство ему уничтожить не удалось. Вот он сейчас хочет захватить еще какой-то кусочек территории, потом мобилизовать всю свою агентуру на Западе снова с криками «давайте прекратим войну, давайте перемену». Ну, как приехали 3 европейских лидера 16 июня в Киев. Они уехали ни с чем. И вот продать потом своему глубинному народу, что вот цели достигнуты, мы победили. Вот такой его план. Максимально, собственно, раз уж мы заговорили на эту тему, мне кажется, очень интересно, что на летнюю кампанию определились планы обеих сторон. Вот Москва хочет расширить плацдарм, и самая амбициозная ее цель – это успех этой кампании, они этого не скрывают, взять Славянск. А украинцы планируют что-то совершенно другое. Получив полномасштабную военную поддержку, перейти в наступление и взять Херсон. Да, президент накануне президент Зеленский отдал указ нашим вооруженным силам деоккупировать юг нашей страны. И уже есть, мы знаем, определенные очень хорошие успехи в Херсонском направлении. Вот два города символа, если хотите, в летней кампании. Мы с вами уверены, что освобожден будет Херсон, а Славянск выстоит. Дай Бог, чтобы так случилось. Мы все верим в нашу победу и в мощь наших вооруженных сил и в мощь нашего народа. Спасибо вам огромное, Андрей Андреевич, за ваши комментарии. С нами на связи был Андрей Пьянковский, публицист и писатель. Спасибо. Спасибо вам. До свидания.